Всем привет! 4 марта, рань-раннее, без 15:07. Я стою на окраине поселка, точнее хутора Шунтук. И сейчас начинаю свой поход к горе Отруб. Река Шунтук протекает слева от дороги. Когда-то я здесь уже был, когда ходил в Курджипскую. Об этом есть свой фоторепортаж. Ну вот опять прохожу Майкопскую опытную станцию. ВИР. Ну и здесь на стендах много информации по поводу нее. Местная метеостанция. Там живописная аллея из туй. Был не совсем прав, когда сказал, что нахожусь в Шунтуке, потому что вот все, что по левую сторону от ЖД, это хутор Подгорный, а дальше вот начинается уже Шунтук. За ЖД путями памятник находится. Ну вот, как говорится, приехали. Хотел заснять пруд недалеко от хутора, который я в том году снимал на фото. Но вот за это время успели обнести территорию забором. И все, туда, по-видимому, я уже не подойду. Так, в общем, от трассы я зашел в поселок и иду по нему на юго-запад до поворота на хутор Мичурина. Оттуда сверну на юг и там уже буду входить в лес. Вышел из поселка на грунтовку, стою на мосту через Шунтук. Дальше по той грунтовке идти. Еще и в лес не зашел. По обочине дороги уже куча цветов. В лесу у дороги небольшой курган обнаружил. Ну и, конечно же, он был раскопан. Ну тут еще деревья причудливой формы. На солнце блестит своим водным зеркалом пруд на речушке соленая. Пересекаю Лэп по дороге. Хороший вид отсюда. Вдалеке большой Тхач. Видно даже. Вон он в тумане. Ну и здесь есть место отдыха со столиком, лавочкой. Прохожу какой-то закрытый участок. На заборе написано санитарная зона. Ну тут водопровод подземный проходит, может с этим связано. Ну еще куча собак бегает, мелких.
поселки Мичурина, Тимирязево. Ну и на противоположный хребет. А вот там левее крыши поселка Садовый виднеются. Ветер вообще немыслимый, еще и холодный. А на горизонте вот выделяется бугор Покидин. Приходится идти по ужасной дороге. И здесь лесовозы все разъездили. Нигде от них не спрятаться. Ну вот даже им здесь не сладко приходится. Когда есть возможность по лесу идти, иду по лесу. Пока сильно заросшим подлеском по обе стороны грунтовки. Ну а грунтовка постепенно уходит вверх, все больше набирая высоту. Вышел на еще одну поляну, на этот раз по левую сторону дороги. И где-то там, в конце нее, там где снова лес начинается, и у дороги должен быть триангуляр. Вот посмотрю, осталось что-либо от него там или нет. Прогуливаюсь по этой поляне, выискиваю тут красивые виды. Знакомая уже картина на месте предполагаемого триангуляра. Место есть, а триангуляра нет. В дороге находится могила профессора Мальцева, который заведовал ВИРом после Вавилова, и которого Сталин вместе с Вавиловым активно гноил в лагерях. Отсюда хороший вид на поселок Первомайский и на горизонте гора Физиапна. Пересекаю еще одну лэп, еще один ориентир. Иду в стороне от дороги по полянам, потому что по дороге идти невозможно. Грязища, все разбито лесовозами, тракторами. Внизу виднеются дома покинутого поселка Шахан. Я не стал туда заходить, так как крюк большой. Я не знал, сколько по времени всего маршрут получится. Частокол из бетонных столбов. Видимо, был или будет забор. Но вообще в этом районе раньше была больница, относящаяся к
поселку Шахан. Сейчас, по-моему, тут кто-то то ли пасеку организовал, то ли какое-то другое фермерское хозяйство. А вот куда попадает весь спиленный лес. Куда возят те самые лесовозы. Так что, видимо, тут никакое не фермерское хозяйство, а тупо склад древесины. Почти дошел уже до горы Отруб. И вот на горизонте виднеется Майкоп. Его южная окраина. Ну а вот триангуляр. Тадам! Его снова нет. Ну, здесь хотя бы видны остатки. Бетонные столбы. Так, высота здесь. Сейчас проверю. 658,3 метра над уровнем моря. Местность довольно закрытая, везде деревья, так что это не обзорная точка, уж точно. Здесь же на Отрубе и пообедаю. Вот этой вот скумбрией в томатном соусе. Ну и яблочко. Ухожу с горы Отруб. Буду идти напрямик через лес, строго в южном направлении. Думал, может еще удастся заскочить на гору Конь, но отсюда до него, до Коня, 3 километра, где-то так. Ну, что-то не хочется такой крюк делать. Думаю, в следующий раз, когда-нибудь в один из других походов, я там еще побываю. Нашел что-то старое гнездо. Очень низко над землей, буквально в метре. На молодом кусту боярышника. Начал спуск по склону. Спустился со склона на грунтовку. Ну и мне направо. Деревья в лесу почти все обвитые плющом. Ну а я иду дальше по грунтовке. Сейчас скоро будет родник. По крайней мере, на карте он обозначен. Ну вот поищу его для интереса. Вышел на поляну с хорошим видом на горы. И с хреновой кучей собак, охраняющих пасеку на этой самой поляне. В общем, из-за наличия собак на пасеке родник не стал искать, так как нужно было проходить сквозь этих собак. Поэтому обхожу пасеку стороной. Грунтовку пересекает небольшой ручеек. Вот течет он оттуда. И я тогда допускаю, что он как раз и вытекает из того родника, куда я не попал. Так что при желании можно подняться вот по этому родничку, по этому ручейку. И где-то там, наверное, можно набрать воды. Вышел на поляну Якимцова, которая
в хлам разъезжена сраными лесовозами. Вон там у них стоянка с гадскими собаками, уже 5-ми за сегодняшний день. Вот где-то там гора Отруб. Вид с поляны Якимцова. Спускаюсь с поляны. Сейчас снова выхожу на грунтовую дорогу, которая уходит в лес. Ну и естественно она тоже разъезжена вся. В хлам просто, вон видно, лужи стоят, колеи наезженные. Называется «Вышел на дорогу». Как только по ней идти. Вышел на некое подобие поляны после леса. А шел все время по лесу, так как по дороге идти невозможно. Ну вот, собственно, до трассы уже не так далеко. Скоро буду к ней подходить. Справа от дороги течет река Молочка. Ну, у нее вообще несколько названий. Не знаю, какое из них правильное. Ну, по крайней мере, Молочка есть на одной из карт и на дорожном указателе, который стоит на трассе. А на карте Генштаба она называется Мужичка. На другой обновленной карте от Госгисцентра она вообще называется Мужинка. В реестре водных объектов такая река вообще не значится ни под каким названием. Так что кто прав и где искать истину, не знаю. Но раз обозначили ее на дорожном указателе Молочка, значит будет Молочка. Ну, есть, кстати, еще одна Молочка в районе Лаганаки. Так вот, это не она. Близко уже трасса. Слышу отсюда шум машин. Осталось около километра. Чуть больше, может, по грунтовке. Вон уже трасса видна. Ну вот последнее препятствие на пути. Дорога, которая истоптана сотнями коров, пожалуй. Хотя такое ощущение, что их тут миллионы были. Вот пробираюсь по камешкам тут. Так вот, остановка. Сейчас перехожу трассу и все. До сегодня прошел 20 километров. Ну все. Thank you.